Что будет, если вернуть вымерших диких лошадей в мертвую пустыню? Пакистанские ученые запустили именно этот эксперимент в пустыне Тар. И через 5 лет пустыня буквально ожила. Вернулись хищники, которых не видели десятилетиями, выросла трава там, где был голый песок, а местные деревни получили воду из источников, пересохших еще в 80-х. Но самое невероятное, это не лошади изменили пустыню, а то, что произошло вслед за ними. Последнюю дикую лошадь в пустыне Тар видели в 1973-м. Местный пастух по имени Рахим Бакш запомнил этот день точно. Тощий жеребец с рыжей гривой стоял у пересохшего русла реки Пуран и смотрел на него несколько секунд, потом развернулся и ушел в барханы. Больше его никто не видел. Официально вид признали регионально вымершим в 1981-м. Речь идет о лошади Пржевальского, единственном по-настоящему диком виде лошади на планете, который никогда не был домашним. Пока европейцы спорили об их генетике, пакистанские пастухи называли их просто гурхур, дикий осел, хотя к ослам эти животные не имеют никакого отношения. Рост в холке 140 сантиметров, короткая стоячая грива, массивная голова и ноги, приспособленные к каменистому грунту. В дикой природе их не осталось нигде на планете к середине 20 века. Только зоопарки держали несколько сотен особей. Пустыня Тар к тому времени сама переживала кризис. Площадь 200 тысяч квадратных километров, из которых большая часть относится к Пакистану, меньшая — к индийскому штату Раджастхан. Среднегодовое количество осадков менее 150 миллиметров. Температура летом поднимается до 52 градусов в тени. Но главная проблема была не в жаре. В 60-х и 70-х пастбищное давление на регион выросло в несколько раз. Миллионы коз и овец объедали кустарник до корней, верблюды вытаптывали солончаки, и без того скудная растительность начала исчезать. Биолог Мухаммад Аслам из университета Карачи первым обратил внимание на связь между исчезновением крупных диких травоядных и деградацией почвы в Таре. В 98-м он опубликовал работу, в которой утверждал: пустыня умирает не от климата, а от отсутствия правильного выпаса. Домашние животные едят одно и то же, ходят по одним тропам, уплотняют землю. Дикие лошади двигались иначе, хаотично, широкими кругами, разрывая копытами верхний слой почвы и создавая микрозоны, где задерживались семена. Его статью тогда почти не заметили. Прорыв случился в 2015-м, когда Всемирный фонд дикой природы опубликовал спутниковые снимки пустыни Тар за 40 лет. Снимки показали, площадь живой растительности сократилась на 31%. Одновременно исчезли индийские дикие собаки, дхоли, которых последний раз фиксировали в Таре в 2003-м. Исчезли каракалы. Численность индийского дрофа упала до критической отметки. Экосистема разрушалась сверху вниз, сначала ушли хищники, потом начали исчезать травоядные, потом трава. Именно тогда правительство провинции Синд неожиданно дало добро на эксперимент, который ученые предлагали с начала 2000-х. Из зоопарка Карачи и 2 европейских питомников в Праге и Берлине отобрали 18 лошадей Пржевальского с наиболее подходящим генотипом. Животных 3 месяца держали в акклиматизационных загонах на границе Тара, приучая к местному корму и температурам. В феврале 2019-го первые 6 лошадей вышли в открытую пустыню. Никто не знал, выживут ли они хотя бы первое лето. Первые 3 недели лошади не уходили дальше 2 километров от загона. Они держались у искусственных поилок, которые команда Аслама заполняла каждые 2 суток, и отказывались от колючего кустарника эфедры, единственного растения, которое в феврале еще сохраняло зелень в этой части Тара. Орнитолог Фарида Хан, которая вела полевой дневник экспедиции, записала 22 февраля 2019-го: лошади стоят у забора и смотрят в сторону загона. Такое ощущение, что они хотят обратно. Скептики внутри научного сообщества говорили об этом громко. Профессор Карачийского технологического института Джавед Игбал опубликовал открытое письмо, в котором назвал проект романтической фантазией за государственный счет. Его аргументы были конкретными. Лошади Пржевальского эволюционировали в степях Центральной Азии, где температура зимой опускается до минус 30, а летом редко превышает 35 градусов. Тар — это плюс 52 в тени и полное отсутствие открытой воды летом на площади в 1000 квадратных километров. Он прямо написал: «Мы выпускаем европейских зоопарковых животных умирать в пустыне и называем это наукой». На 28-й день произошло то, чего не ожидал никто. Молодой жеребец, которого команда между собой называла рыжим из-за характерного окраса, нетипичного для вида, отошел от группы на рассвете и к полудню исчез за грядой барханов. Датчик на его ошейнике зафиксировал, что за 6 часов он прошел 17 километров строго на северо-восток. Там по всем картам не было ничего. Только солончак и мертвый такыр.
Однако к вечеру датчик показал остановку. Аслам выехал на джипе и обнаружил рыжего стоящим у небольшой влажной впадины в Такыре, сезонного скопления грунтовых вод, которое не значилось ни на одной карте экспедиции. Жеребец нашел воду там, где люди ее не искали. На следующий день за ним ушла вся группа. Это изменило логику всего эксперимента. Аслам пересмотрел маршруты мониторинга и обнаружил, что лошади за первый месяц самостоятельно нанесли на карту 5 водных точек, о существовании которых геологи либо не знали, либо считали их пересохшими. Животные двигались не хаотично, они следовали едва заметным понижением рельефа, которые в сезон дождей собирали воду и удерживали влагу в почве на глубине 1,5-2 метров. Местные пастухи, с которыми Аслам говорил позже, сказали, что их деды знали об этих местах и называли их паники Рах. Дорога воды. Но за последние 2 поколения эти знания просто не передавались. К концу первого месяца лошади прошли суммарно более 300 километров. Ни одна не погибла. Ни одна не вернулась к загону. Поилки, которые команда продолжала заполнять по графику, стояли нетронутыми уже 2 недели. В апреле, когда температура перевалила за 40 градусов, команда ожидала первых потерь. Вместо этого датчики показали, что табун разделился на 2 группы и сместился на северо-запад, в зону редкого саксаульного леса, где температура у земли была на 6-7 градусов ниже из-за тени. Лошади адаптировались быстрее, чем предсказывала любая модель. Джавед Игбал свое открытое письмо публично не отозвал, но на конференции в Лахоре в июне того же года сидел в первом ряду и не задал ни одного критического вопроса. Первый же ребенок родился в ночь с 3 на 4 марта 2020-го, ровно через 13 месяцев после выпуска табуна. Фарида Хан зафиксировала его появление по сигналу датчика кобылы, которую команда называла «серой». Животное остановилось в 4 утра и не двигалось 6 часов. Когда наблюдатели добрались до места на рассвете, жеребенок уже стоял на ногах и тянулся к матери. Он родился в диких условиях, без ветеринарного контроля, при ночной температуре плюс 8 градусов. И выжил. Это был первый дикорожденный жеребенок лошади Пржевальского на территории Южной Азии за последние полвека. За следующие 4 месяца родились еще 3. Смертность среди новорожденных в зоопарковых условиях у этого вида составляет в среднем 23% в первые 30 дней. В таре из 4 жеребят первого года выжили все 4. Аслам объяснял это просто. Кобылы двигались во время беременности по 20-30 километров в сутки, мышцы были в постоянном тонусе, а жеребята рождались физически крепче зоопарковых. Но рождение жеребят оказалось не главной новостью того года. В мае 2020-го дроны зафиксировали нечто неожиданное в радиусе 8 километров от основного маршрута табуна. На спутниковых снимках этот участок выглядел как обычный серо-желтый Такыр. С высоты 100 метров картина была другой. Полоса потревоженной почвы шириной от 3 до 5 метров тянулась на несколько километров, и вдоль нее пробивались ростки растений. Лошади копытами разбивали плотную корку солончака, ту самую, которая не пропускала дождевую воду в почву и из-за которой семена годами лежали мертвым грузом в верхнем слое. Там, где прошел табун, земля начала дышать. Почвовед Наила Юсуф взяла пробы грунта в 3 точках вдоль лошадиных троп и сравнила их с контрольными образцами в 100 метрах в стороне. Результаты показали: влагоемкость почвы на тропах выросла в 2,5 раза, концентрация органики в 1,5 раза. Лошадиный навоз содержал непереваренные семена не менее 12 видов растений, часть из которых Юсуф не ожидала найти в этом районе вообще. Семена пришли в кишечники животных из акклиматизационного загона, где лошадей кормили смесью трав, заготовленных в том числе с предгорий Гиндукуша. Табун буквально засевал пустыню на ходу. К августу 2020-го вдоль основных маршрутов лошадей появились устойчивые полосы растительности. Не сплошной ковер, и отдельные пятна кустарника и травы, которых здесь не было 5 лет назад. Местные пастухи из деревни Митхи, которая стоит в 40 километрах от зоны эксперимента, заметили изменения раньше ученых. Старик по имени Аллахдино сказал Асламду при встрече: «Трава вернулась туда, где мой отец пас коз. Я думал, что больше никогда ее не увижу». Численность табуна к концу 2-го года составила 23 особи. Потерь среди взрослых животных за 2 года не было ни одной. Весной 2021-го орнитолог Фарида Хан насчитала над зоной эксперимента 47 видов птиц. 2 года назад при первичном обследовании территории она зафиксировала 21 вид. Среди новых была индийская дрофа, птица, занесенная в Красную книгу, которую в этой части Тара не видели с 2008-го. Механизм был прямым. Трава привлекла насекомых, насекомые привлекли птиц, птицы принесли новые семена. Каждое звено цепи появлялось с интервалом в несколько месяцев, и Хан фиксировала это в полевом журнале с точностью до недели. В июне того же года камера-ловушка, установленная у одной из водных точек, которые нашел табун, сняла каракала. Среднего размера кот с характерными кисточками на ушах пил воду в 4 утра и ушел в темноту через 3 минуты. Каракалов не регистрировали в Таре 8 лет.
Хищник вернулся сам. Никто его не завозил и не переселял. Он пришел следом за грызунами, которые пришли следом за травой. Аслам опубликовал промежуточный отчет в сентябре 2021. Цифры были конкретными. Площадь живой растительности в радиусе 15 километров от основных маршрутов табуна выросла на 18% за 2,5 года. Количество зафиксированных видов млекопитающих увеличилось с 9 до 17. В 3 водных точках, которые лошади посещали регулярно, уровень грунтовых вод поднялся на 20-30 сантиметров. Там предположительно из-за того, что восстановившаяся растительность замедлила испарение влаги с поверхности почвы. Последний факт заинтересовал людей, которые до этого момента смотрели на эксперимент с полным безразличием. В деревне Вераура, расположенной в 32 километрах от центра зоны восстановления, колодец с глубиной 14 метров пересох в 2016-м. Жители возили воду из Митхи на ослах. 6 часов в одну сторону. В октябре 2021-го местный житель Гулам Хусейн опустил в колодец веревку с тряпкой и вытащил ее мокрой. Через 3 недели в колодце стояло полметра воды. Гидрологи, которых Аслам срочно вызвал на место, подтвердили, водоносный горизонт начал восстанавливаться. Прямую связь с деятельностью табуна они доказать не могли, но косвенные данные указывали именно на это. Восстановление растительного покрова снизило испарение и позволило дождевой воде уходить в почву, а не испаряться с голого такыра. Новость о колодце разошлась по соседним деревням быстрее, чем любой научный отчет. Отношение местных жителей к лошадям изменилось в течение нескольких недель. Раньше пастухи воспринимали табун как конкурентов за скудные пастбища и дважды жаловались районным властям, требуя ограничить территорию выпаса. После колодца в Вераура жалобы прекратились. Более того, несколько пастухов начали самостоятельно сообщать команде Аслама о местонахождении табуна и о следах других диких животных, которых они замечали во время своих маршрутов. Пустыня менялась быстрее, чем предсказывала самая оптимистичная модель. Но главное изменение было еще впереди. Камера-ловушка номер 7 стояла у Солончака в квадрате, который команда обозначила как сектор D4. 17 января 2022 она сделала снимок в 2 часа ночи. На снимке был волк. Не шакал, не лисица, именно волк. Индийский волк, подвид, который в Пакистане официально считался исчезнувшим с территории Синда с 1992. Животное шло вдоль кромки Солончака, опустив голову к земле явно по следу. Размер тела и характерный светло-серый окрас не оставляли сомнений. Аслам переслал снимок 3 независимым зоологам. Все 3 подтвердили определение в течение суток. Появление волка означало одно: пищевая цепочка в секторе восстановилась до уровня, достаточного для поддержания крупного хищника. Волку нужно от 2 до 3 килограммов мяса в сутки. Чтобы он пришел и остался, в радиусе его охотничьего участка должно было быть достаточно добычи: зайцев, грызунов, мелких антилоп. Это означало, что вся средняя часть пищевой цепи уже восстановилась, просто команда не успела это задокументировать в полном объеме. Следующие 3 месяца камеры фиксировали волка регулярно, в среднем раз в 4-5 дней. В марте на соседней камере появилась самка с другим характерным окрасом. 2 разных животных на одной территории. Аслам записал в журнале кратко: пара. Возможно гнездование. В апреле 2022-го камера-ловушка в секторе Е2 сняла 3 волчат рядом с логовом, устроенным под корнями старого саксаула. Первый выводок индийских волков в Синде за 30 лет. Но возвращение волков создало проблему, которую Аслам не просчитал заранее. Табун лошадей Пржевальского насчитывал к тому моменту 28 особей, включая 6 жеребят до 2 лет. Волки охотятся на молодых и слабых животных. Это базовая экологическая истина. В марте 2022-го волки атаковали табун впервые. Нападение произошло на рассвете у западного края саксаульного леса. Жеребенок 8 месяцев был убит. Аслам нашел место по датчику кобылы, которая несколько часов не уходила от останков. Внутри команды немедленно возник конфликт. Часть сотрудников требовала установить защитные зоны или сократить территорию волков. Аслам отказался. Его аргумент был жестким: если вмешаться сейчас, вся логика эксперимента рухнет. Экосистема не работает без хищников, а хищники не существуют без охоты. Смерть одного жеребенка — это не катастрофа, это функция. Табун отреагировал на угрозу быстро и без всякого вмешательства людей. В течение 2 недель после первого нападения поведение группы изменилось. Лошади перестали рассредотачиваться на пастбище и начали держаться плотнее. Жеребята теперь постоянно находились в центре группы, окруженные взрослыми. Рыжий жеребец, который 3 года назад первым ушел в пустыню, взял на себя функцию дозорного. Он пасся на периферии и первым поднимал голову при любом звуке. За весь 2022 год волки убили 2 жеребят.
Табун за тот же год пополнился 5 новорожденными. Популяция продолжала расти даже при наличии хищника. Орнитолог Хан зафиксировала в своем журнале наблюдение, которое на первый взгляд казалось незначительным. Грифы, которых не видели над Таром больше 10 лет, появились в октябре 2022 и начали кружить над территорией. Грифы пришли на останки добычи волков. Падальщики замкнули еще одно кольцо в восстанавливающейся экосистеме. Наила Юсуф вернулась в сектор Б1 в марте 2023 с теми же инструментами, с которыми брала первые пробы 4 года назад. Она воткнула щуп в землю в точке, координаты которой записала в блокноте в 2019 и не поверила показаниям прибора. Влажность почвы на глубине 40 сантиметров была в 3 раза выше, чем при первом замере. Она повторила процедуру в 5 соседних точках. Результат был одинаковым везде. Почва в зоне эксперимента физически изменилась за 4 года. Юсуф отправила образцы в лабораторию Карачийского университета и получила результаты через 3 недели. Концентрация органического углерода в верхнем слое грунта выросла на 42% по сравнению с базовыми замерами. Это означало, что почва накапливала органику, перегнивший навоз, остатки растений, тела насекомых, быстрее, чем теряла ее от ветровой эрозии. Впервые за десятилетия баланс в этой части Тара сдвинулся в сторону накопления, а не потери. Ветровая эрозия – отдельная история. В 2019-м метеостанция в Митхе фиксировала в среднем 18 пыльных бурь за сезон с апреля по июнь. В 2023-м их было 11. Местные жители объясняли это по-своему. Трава держит землю. Ученые объясняли то же самое другими словами. Корневые системы восстановившейся растительности скрепили верхний слой почвы, и скорость дефляции, выдувания частиц ветром, снизилась на треть на участках с растительным покровом. Спутниковые снимки, которые Аслам заказал у европейского оператора в апреле 2023-го, показали изменения, видимые без всяких приборов. Там, где в 2019-м был однородный серо-желтый массив, теперь читались отчетливые зеленые и темно-коричневые полосы вдоль водных артерий и лошадиных маршрутов. Общая площадь территории с устойчивым растительным покровом в зоне наблюдения составила 74 квадратных километра. 4 года назад эта цифра была 19, но изменения затронули не только почву и растения. Гидролог Тарик Махмуд провел в 2023-м повторное обследование всех водных точек, которые Табун нашел в первые месяцы после выпуска. Из 14 точек, зафиксированных в 2019-м, 12 продолжали функционировать. 3 из них значительно увеличились в объеме. Одна превратилась из сезонной лужи в постоянный небольшой водоем площадью около 200 квадратных метров, где Махмуд обнаружил лягушек, земноводных, которые в принципе не должны были существовать в этой части пустыни по всем климатическим расчетам. Колодец Вираура к этому времени давал воду стабильно на протяжении 1,5 лет. Жители пробурили рядом второй на глубину 18 метров, и он тоже дал воду. В деревне впервые за 20 лет посадили небольшой огород, 6 грядок лука и помидоров, которые поливали из колодца. Районная газета написала об этом на первой полосе. Аслам получил эти данные в мае 2023-го и сел писать заявку на расширение эксперимента. Он просил разрешения выпустить дополнительно 30 особей на соседний участок площадью 2000 квадратных километров, в 3 раза больше исходной зоны. К заявке он приложил сравнительные спутниковые снимки, почвенные анализы, гидрологические данные и справку из деревни Вирауро о восстановлении колодца. Министерство экологии Пакистана рассмотрело заявку за рекордные для государственного ведомства 3 недели и ответило согласием. Журнал Nature Ecology and Evolution получил статью Аслама в июле 2023-го. Редакция отправила ее на рецензию 4 независимым экспертам. Все 4 потребовали дополнительных данных. Не потому, что сомневались в результатах, а потому, что масштаб изменений за 4 года противоречил всем существующим моделям восстановления аридных экосистем. По стандартным расчетам, такая динамика должна была занять не менее 20-25 лет. Один из рецензентов, профессор экологии Оксфордского университета Марк Хантер, написал в своем заключении буквально следующее. Если данные верны, мы имеем дело с одним из наиболее значимых случаев трофического каскада, задокументированных в условиях жаркой пустыни за всю историю наблюдений. Трофический каскад – это цепная реакция в экосистеме, когда возвращение одного вида запускает восстановление всех остальных уровней пищевой цепи сверху вниз или снизу вверх. Классический пример. Потом возвращение волков в Йеллоустоун в 95-м, когда хищники изменили поведение оленей, олени перестали вытаптывать речные берега, реки изменили русло, вернулись бобры и птицы. В Таре механизм запустила не вершина пищевой цепи, а середина, крупная травоядная. Это делало пакистанский случай научно уникальным. Статья вышла в ноябре 2023-го. В течение 2 недель ее скачали более 40 тысяч раз. Исключительный показатель для узкоспециализированного экологического журнала.
Запросы на интервью пришли из 23 стран. Монгольское агентство по охране природы написало официальное письмо с просьбой поделиться протоколами эксперимента. Они планировали аналогичный проект в пустыне Гоби. Казахстанский институт степного природопользования запросил полный архив полевых данных. Джавед Игбал, который 5 лет назад называл проект романтической фантазией, опубликовал в декабре 2023 собственную статью в пакистанском научном журнале. Он провел независимый анализ почвенных данных ЮСУФ и подтвердил ее выводы. В разделе обсуждения он написал одну фразу, которую процитировали несколько изданий. «Я ошибался в своих прогнозах, и эта ошибка стоила нам 5 лет, которые можно было начать раньше». Параллельно с научным резонансом разворачивалась история, которую не публиковали в журналах. Фарида Хан в декабре 2023 вернулась в деревню Митхи, где в начале проекта проводила первичный орнитологический учет. В 2019 местные дети, которых она расспрашивала о птицах, могли назвать от силы 5-6 видов. В 2023-м 11-летний мальчик по имени Саджид показал ей самодельный блокнот, в котором карандашом зарисовал птиц, которых видел за последний год. В блокноте было 34 рисунка, и 21 из них Хан опознала точно. Мальчик начал вести наблюдение сам, без всякого задания, просто потому что птиц вокруг деревни стало много, и они стали разными. Хан сфотографировала блокнот и отправила снимок Асламу с коротким сообщением: «Вот твой настоящий результат». Численность табуна к концу 2023-го составила 37 особей. Из 18 завезенных животных в живых оставались 14. 4 погибли за 5 лет от болезней и волчьих атак. Но 23 особи родились уже в пустыне и не знали никакой другой жизни. Это было первое дикое поколение. В феврале 2024-го, ровно через 5 лет после того, как первые 6 лошадей вышли в открытую пустыню, Аслам получил данные нового спутникового сканирования всей зоны эксперимента. Он открыл файл на ноутбуке в полевом лагере и несколько минут смотрел на экран молча. Потом позвонил Юсуф и сказал только: «Приезжай, посмотри сама». Снимки показывали территорию в 180 квадратных километров с устойчивым растительным покровом. Это в 9 раз больше исходной площади озеленения, зафиксированной в 2019-м. Граница зеленой зоны продвинулась на север на 14 километров от точки первоначального выпуска. Лошади физически не могли засеять такую площадь собственными копытами и кишечником. Это было математически невозможно при численности табуна в 37 особей. Аслам 3 дня проверял расчеты, прежде чем понял, что произошло. Экосистема начала восстанавливаться самостоятельно. Птицы переносили семена, ветер нес органику с восстановленных участков на соседние голые такыры. Волки, преследуя добычу, уходили за пределы зоны и возвращались, и за ними по их следам тянулась трава. Грунтовые воды, поднявшиеся в нескольких точках, создали капиллярный эффект в почве на большой площади. Процесс вышел за пределы управляемого эксперимента и стал автономным. Аслам записал в журнале: «Мы больше не контролируем это. Пустыня делает это сама». Именно тогда пришла новость, которую не ожидал никто. Индийская сторона границы, штат Раджастхан, зафиксировала появление лошадей Пржевальского на своей территории. 3 особи пересекли государственную границу в районе, где она проходит через открытый песчаный массив без заграждений. Индийские пограничники сообщили об этом в местное лесничество, те в Министерство экологии. Дипломатического инцидента не случилось, но ситуация оказалась юридически абсурдной. Животные, завезенные Пакистаном, самостоятельно мигрировали на территорию Индии, где этот вид также считался регионально вымершим. Индийская сторона не стала требовать возврата животных. Штат Раджастхан официально внес лошадей в реестр дикой фауны своей территории в марте 2024-го без всякого собственного проекта реинтродукции, без затрат на логистику и акклиматизацию, просто зафиксировав факт. Пакистанский эксперимент де-факто восстановил вид сразу в 2 странах. Но к этому моменту выяснилось кое-что еще. Генетический анализ, который провела лаборатория Пражского зоопарка по образцам шерсти, собранным командой Аслама, показал неожиданный результат. Жеребята, рожденные в таре, демонстрировали незначительные, но устойчивые изменения в экспрессии генов, связанных с терморегуляцией и водным балансом. Не мутации, именно экспрессия, то есть степень активности уже существующих генов. Пустыня за 5 лет начала формировать животных, физиологически лучше приспособленных к своим условиям, чем их родители из Пражского зоопарка. Эволюция в реальном времени, задокументированная за 1 человеческий срок наблюдения. Прага запросила дополнительные образцы для углубленного исследования. Результаты предварительного анализа попали в прессу раньше, чем ученые успели опубликовать рецензируемую статью и вызвали волну публикаций. От научно-популярных до откровенно сенсационных. Аслам давал интервью и в каждом повторял одно: «Мы не создавали новый вид. Мы просто не мешали старому адаптироваться». Табун к февралю 2024-го насчитывал 41 особь. Рыжий жеребец, который первым ушел в пустыню 5 лет назад, все еще был жив.
Летом 2024-го Аслам провел итоговый подсчет всего, что изменилось за 5 лет. Не ради отчета, ради одной цифры, которую он хотел знать точно. Сколько видов вернулось в зону эксперимента без какого-либо прямого вмешательства человека? Ответ был 56. 56 видов животных, птиц, рептилий и насекомых, которых не фиксировали в этой части Тара от 8 до 30 лет, вернулись самостоятельно вслед за 18 лошадьми. Среди них индийский волк каракал, индийская дрофа, 3 вида хищных птиц, включая степного орла, 2 вида черепах и 1 вид ящериц, считавшийся исчезнувшим из Синда с 1986 года. Весь бюджет проекта за 5 лет составил $430 тысяч. Это включало транспортировку животных из Европы, содержание полевой базы, зарплаты команды, оборудование и все экспедиционные расходы. Для сравнения, одна стандартная программа искусственного лесовосстановления на площади в 100 квадратных километров в засушливых регионах стоит в среднем от 2 до 4 миллионов долларов и дает результат через 15-20 лет при условии постоянного полива и ухода. Тар восстановил 180 квадратных километров сам. Деревня Вирауро к лету 2024-го имела 3 действующих колодца. Жители засадили огородами участок в полгектара. Районные власти провели в деревню грунтовую дорогу. Впервые за 20 лет, потому что появился смысл. Деревня перестала быть умирающей. В соседней деревне Чхачхро местный учитель Надим Шах организовал школьный кружок наблюдения за дикими животными. 23 ребенка раз в неделю выходят в поле с самодельными биноклями и записывают, кого видели. Журнал кружка за 2 года содержит наблюдения за 31 видом животных. Шах отправил копию журнала Асламду. Вот такая удивительная история о диких лошадях. А вы когда-нибудь задумывались, что еще может удивить вас на нашем сайте? Загляните на whiteori.com по ссылке в описании и откройте для себя множество интересных историй, которые точно не оставят вас равнодушными. Тот ответил, что это лучший полевой дневник, который он получал за всю свою карьеру. Рыжий жеребец осенью 2024-го все еще возглавлял табун. Ему было около 12 лет. Средний возраст для дикой лошади Пржевальского. Его дети и внуки составляли больше половины табуна. Он прошел за 5 лет по приблизительным подсчетам команды на основе данных датчиков более 12 тысяч километров по пустыне, которая до его прихода считалась мертвой. Вопрос, с которого начинался этот эксперимент, звучал просто: выживут ли зоопарковые лошади в одной из самых жарких пустынь Азии? Ответ оказался не про лошадей. Он оказался про то, что происходит с Землей, когда на нее возвращается животное, которое эволюционировало вместе с ней миллионы лет, а потом исчезло за несколько десятилетий. Пустыня не была мертвой, она была в ожидании. 18 лошадей дали ей повод начать.